Всем привет! Рада видеть вас на канале Колыбель Искусства. С вами, как всегда, Мирослава. Сегодня на видеоуроке я задекорирую металлический короб. Но прежде чем перейти к мастер-классу, я хочу начать с приятного объявления для вас. А именно, начинается конкурс новый, розыгрыш великолепных декупажных карт. Будет 3 победителя в этом конкурсе. Каждый из вас получит по 10 классных карт, которые так необходимы нам в работе, как вы понимаете. Но для того, чтобы получить эти призы, вы должны быть подписанными на канал Колыбель Искусства на YouTube-канале, на канал Колыбель Искусства в Telegram-канале, быть активными, оставлять свои комментарии под этим видео и оставлять свои лайки. Это помогает развиваться мне и моему каналу и помогает вам выигрывать прекрасные призы. Участвуйте, я желаю всем удачи! Итак, к мастер-классу. Для того, чтобы задекорировать металлический короб, вам необходим металлический короб. Таких короба очень часто встречаются в продаже, в них упаковывают печенье, конфеты, или они просто продаются где-то в магазинах, хозяйственных магазинах. То есть, если вы захотите задекорировать на любую металлическую поверхность, совершенно спокойно вы сможете применить декор, который мы будем сегодня с вами использовать. Если так это можно сформулировать, но я надеюсь, вы меня поняли. Значит, металлический короб, структурная паста или рельефная паста, обычная совершенно паста, мастихин. И еще я приобрела такой резиновый коврик, тоже в магазине, где продаются различные хозяйственный инвентарь, в разделе для кухни. Пожалуйста, смотрите, очень классно с помощью таких вещей создавать. Они недорогие и очень классно создают разные фактурные вещи на поверхности. Не только на металлических, на деревянных, то есть использование достаточно широко. Скажем так, такой себе трафарет, да? Так, с чего начнем? Короб, ничего с ними особого делать не буду. Я вырезала уже этот коврик так, как мне необходимо. И сейчас я его прикладываю. Вот, благодаря тому, что он резиновый, он хорошо фиксируется на поверхности, удобно. Беру пасту и буду наносить сразу в нескольких местах, чтобы удобнее наносить было. Пасту вот таким образом оставить можно. Итак, на короб я полностью нанесла рельефную пасту. Вот этот коврик резиновый я убирать не буду, он так и будет высыхать, потому что мне, по моей задумке, именно нужен этот объем, да, такая плотность и объем. Я хочу уйти от такой металлической, более плотную сделать поверхность и фактурную, поэтому оставляю коврик, и так он у меня будет играть очень важную роль в моей задумке. Вы можете, в принципе, и убирать, да, экспериментируйте, смотрите, как вам лучше. Мы уже с вами работали, когда мы просто наносили, да, фактурный какой-то рисунок, убирали потом материал, с помощью которого мы его делали, этот рисунок. В моем случае для плотности, для объема
для фактурности я его буду оставлять. Оставлять я его буду до следующего дня, потому что эта вся история должна очень-очень хорошо высохнуть, схватиться, чтобы наверняка знать, что ничего у нас не отвалится, не поплывет, никуда не уйдет. Поэтому лучше дать, даже если вы на ощупь пробуете, да, вам кажется, что все как бы высохло хорошо. Нет, внутри еще в середине паста иногда, а тем более, когда мы еще используем дополнительный какой-то декор, да, вместе с пастой, в середине внутри остается еще влажные, да, моменты. Им, конечно, необходимо хорошо-хорошо высохнуть в естественных условиях, без использования фенов и так далее. Поэтому, пожалуйста, не торопитесь. Для того, чтобы, повторяю, из урока в урок, и буду повторять, для того, чтобы ваша работа выглядела достойно, чтобы не было никаких неприятных сюрпризов в процессе работы, лучше давать всему высыхать в естественных условиях и как можно дольше. Особенно, что касается структурных объемных паст. Ну, короб будет у нас ждать своей очереди. Я приступаю к крышке. Принцип нанесения будет тот же. Единственное, мне для моей задумки нужен чуть-чуть другая необходима фактура, поэтому я выбрала такое, не знаю, что это, кружево, да, где-то в тканях я у себя нашла такая интересная сеточка, не кружево, сеточка, да, текстильная, но она тянется. Я буду использовать ее, буду использовать ту же пасту, и также на крышку я сначала нанесу, так как это все-таки более нежный материал, сначала нанесу пасту, немного разглажу, потом эту сеточку сверху закреплю. Вот такими произвольными движениями протягивайте. Единственное, не надо сильно плотный слой. Растягивайте его, не нужен он вам на таких. Это все-таки не дерево. Все останется на поверхности, поэтому чем тоньше вы нанесете, тем лучше и качественнее это будет все у вас выглядеть. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы, может быть, экспериментировали, что вы использовали в качестве дополнительного декора, для того, чтобы сделать, может быть, какой-то необычный материал вы использовали, чтобы сделать интересную фактуру на поверхности. Делитесь друг другом, делитесь со мной, это все безумно интересно. Повторюсь, таким образом мы развиваемся, учимся. Опыт, которым вы делитесь друг с другом, он бесценен, это очень здорово. Пишите комментарии, будем обмениваться с вами своим опытом, своим умением, благодаря чему будем создавать классные вещи для дома, в подарок, для продажи. Это может быть не только хобби, да, но и как способ дополнительного или основного заработка, да, если вы будете всерьез заниматься, делать классные вещи, вполне все возможно. Так, таким образом нанесла, беру эту сеточку свою, прикладываю. Все лишнее я уберу с помощью ножниц. Итак, я нанесла структурную пасту, приклеила, можно сказать, на эту пасту эту сеточку текстильную. Здесь резиновый коврик по бокам, напоминаю. Все это, надеюсь, вам видно на данном этапе, да, как выглядит крышка. Выглядит вот таким образом. Боковинки выглядят таким образом. И все это, как я уже объясняла ранее, оставляем хорошо-хорошо просохнуть, высохнуть хорошо. Итак, на этом этапе у меня хорошо высохла поверхность, и я могу продолжать работу.
Что я сейчас сделаю? Я возьму фоновую декупажную карту и буду клеить на вот эту красивую фактурную поверхность. Так, чтобы было видно. Наношу декупажный клей, как обычно. Клей для декупажа, как угодно. Ну и вот таким образом я сейчас подсушу эти стороны и покрою оставшиеся. Итак, я все стороны короба оклеила декупажной фоновой картой. Получился вот такой симпатичный довольно-таки рисунок. Если вы увидите, оно еще не полностью высохло, потом в конце видео вы посмотрите. Многих, может быть, возникнет вопрос, зачем мы структурной пастой работали, клеили этот резиновый коврик. А все для того, чтобы декупажная карта фоновая не просто легла ровным слоем на поверхность, а было ощущение, знаете, такой стены с плиткой мозаичной. Ну, вот. Если вы посмотрите, когда высохнет, конечно, будет лучше видно эффект. Во-первых, фактура появилась, да, объем какой-то. И вот интересный такой, ну прям, как будто не бумага приклеена, а плитка, да. Такой интересный эффект. Так, оставляем основной короб и будем работать с крышкой. Также я выбрала декупажную карту, которая, по моему мнению, мне больше всего подходит. И буду клеить ее, собственно, таким же образом на крышку. Так, карту крышки я приклеила, появился тоже замечательный. Вот буду со всех сторон стараться вам показать. Может быть, вы увидите. Но очень красивый эффект. Вот я подобрала карту, да, как будто они на такой сеточке, здесь эти птички сидят. И внизу тоже такой интересная фактура получилась. Мне очень нравится, но, во всяком случае, больше нравится, чем если вы просто приклеили это к ровной поверхности. Иногда надо и к ровной поверхности, да, смотря какая у вас задача. Но вот сегодня я со своей задачей, считаю, справилась. Пишите в комментариях, как вам такой вид декорирования, как вам понравилось. Будете ли вы использовать у себя в работах, да, такой способ. Мне будет очень интересно. Ну и после того, как приклеили сверху клеем, все как обычно, убрала лишнюю бумагу, все просохло у меня хорошо, и я покрываю первым защитным слоем лака. Так, после того, как вы покрыли лаком всю поверхность, естественно, надо дать высохнуть хорошо лаку. Так, после того, как лак высох, я беру лаковую поталь жидкую, старая бронза, у меня цвет, вы можете использовать любой, поскольку у меня здесь металлизирована в середине вся эта история, какие-то металлические, да, по краям есть моменты. Я вот этот кантик тоже сделаю таким металлическим. Почему? Взяла старую бронзу, чтобы более спокойный был цвет. То есть мне яркие, кричащие здесь цвета, то есть насыщенное золото не надо, по моему мнению, поэтому взяла старую бронзу. Вы можете использовать то, что вы считаете нужным. Сейчас первый слой подсохнет, я покрою еще раз, чтобы хорошо плотно закрыть. Пока он подсыхает, возьму губочку и немножко пройдусь по краю картинки.
Мои дорогие, подошел к завершению видеоурок. В результате получился такой замечательный яркий короб. Очень красивый, по моему мнению. Пишите в комментариях, как вам, что нового, может быть, вы узнали по декору для себя, что-то подчеркнули. Вы можете увидеть, я надеюсь, эту фактуру, да, с которой мы работали в самом начале. Как интересно выглядит это в результате. Идею для создания этого короба я подчеркнула, прогуливаясь по прекрасному городу Валенсия. Он у меня ассоциируется, этот город, с птицами в первую очередь. Здесь очень много птиц разных, от попугаев до каких-то синичек разных, ну, в общем, колоссальное количество. И это, конечно, радует и вдохновляет для творчества. Также, что немаловажно, что меня впечатлило, это дома, которые украшены мозаичной плиткой, яркой, спокойной, совершенно разной. Я попыталась это перенести в своей работе. Как это выглядит вживую, как выглядят эти дома, я вам обязательно покажу в видео, которое будет на телеграм-канале «Колыбель искусства». Вы сможете в скором времени там увидеть очень интересные небольшие видео, которые я с любовью снимала для вас, чтобы вы тоже могли впечатлиться, вдохновиться для своих работ. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, на YouTube канал. Я обещаю, что все будет очень-очень интересно. Итак, я напоминаю, что сегодня на канале «Колыбель искусства» стартовал очередной конкурс, розыгрыш, в котором вы можете принять, любой из вас может принять участие. Если вы будете подписаны на YouTube и Telegram канал, оставлять активно свои комментарии под этим видео, оставлять свои лайки, но и приятный бонус. Пока я работала, решила, что давненько у нас с вами не было никаких конкурсов, поэтому победителей будет не 3 человека, а целых 5. То есть 5 из вас получат по 10 декупажных карт, которые так необходимы нам в работе. Еще раз желаю вам всем удачи, будьте активны, пишите свои комментарии, пишите мнение о мастер-классе. Мне очень интересно и важно знать ваше мнение. Не забывайте подписываться, еще раз повторяю, не только на YouTube канал, но и на Telegram канал. С этого конкурса это такое нововведение, и вы должны быть подписаны на оба наших канала. Если вам было интересно смотреть это видео и предыдущие видео, если вам вообще нравится то, чем я здесь занимаюсь, вы можете стать спонсором нашего канала. Это, безусловно, поможет развиваться и мне, и моему каналу. Это не обязательная функция, но мне будет приятно, если кто-то из вас захочет таким образом меня поддержать. Для того, чтобы стать спонсором канала, ссылку для донатов вы найдете ниже под видео. Ну а я буду с вами прощаться. До новых встреч, всего вам доброго и давайте творить вместе.